Ох, как ты будешь сопротивляться! Что же произойдет? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, что я могу сказать? Вот есть у вас такая черта, как, наверное, патологическая заботливость. Забота, как угодно называйте. Вы человек, который всегда может подставить свое плечо. Вы очень надежный, вы очень верный, но вы требуете того же и от других людей. В вашей жизни попадались женщины, которые каким-то образом пытались, как бы это культурно сказать, скажем так, использовать, что ли, вас, да? У каждого это будет свое такое пользование. Кто-то на деньги клевал. Кто-то видел в вас потенциал, да, вот они почему-то думали, что вы в перспективе будете очень-очень большие деньги, может быть, зарабатывали, тоже на это клюнули. У кого-то может проиграться, что не единожды такая женщина встречалась у вас на пути. То есть лицемерки были в вашей жизни. Говорю абсолютно без обид, да, просто вот ту информацию, которая мне идет от расклада. Вы на самом деле человек веселый, но опять же, вы можете, знаете, так улыбаясь, глядя на людей, делаете какие-то свои такие вот очень важные внутренние выводы, но вы можете не сказать об этом, вы можете, знаете, даже попридержать какую-то информацию, не делиться. То есть вы человек, вы дозируете, с кем можно быть открытым, а с кем можно лучше, затаиться и не говорить какую-то важную информацию. Вы человек очень наблюдательный и наблюдаете, опять же, вы можете улыбаться, мило общаться с человеком, но в то же время, вот, как я уже только что озвучила, делать выводы и можете задавать наводящие вопросы, к примеру, да. Можете какие-то фразы специально кидать, если вам нужно что-то прощупать, что-то вам нужно разведать об этом человеке. Неважно, какая это сфера, не обязательно это женщина, это вообще может быть где угодно. Вы человек, у которого судьба может повторяться, знаете, такая цикличность судьбы. Я думаю, вы слышали такие высказывания. Могут события повторяться в вашей жизни, похожие события. Могут повторяться какие-то вроде бы, ситуации с разными людьми, но ситуации могут повторяться, да. К примеру, если вы там 2 раза были женаты, может быть, вы разошлись именно из-за измены. Могли вас, допустим, предавать друзья. Вот один раз друг предал, потом через какое-то время еще раз, еще какой-то там друг, приятель опять-таки предал. И то есть, вот такие вот подобные ситуации повторяются. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, какие ситуации, либо, может быть, с людьми какие-то были такие неординарные моменты. Напишите, что повторялось в вашей жизни. Вот именно мне интересна цикличность. Пишите все. Если не было такого, можете тоже прописать, что нет, такого не было. На самом деле, ведь вы верите в судьбу, вы частенько полагаетесь на судьбу, хотя не все, опять же, это общий расклад, да. Но я думаю, большинство вы как-то вот полагаетесь на судьбу и верите в высшие силы. Вы верите в помощь высших сил и в помощь ваших ушедших предков. Причем они вам периодически помогают. Вот оттуда сверху они видят, когда вам бывает плохо, когда вам бывает тяжело. И в самые такие критичные моменты, либо же накануне они могут вам, либо подавать какие-то знаки, могут приходить во сне, могут быть, такие, знаете, как будто бы видения, не поймешь во сне, либо же наяву, такие вот состояния. Опять же, это такие предвестники своего рода. Далее, сказать, что вы гуляка, я не могу сказать.
Даже вот находясь в одиночестве, а сейчас вот то, что я вижу, много среди вас холостяков есть, да, хотя не все холостяки. У вас есть возможность, да, вот казалось бы, можно было сейчас спуститься во все тяжкие, в загул идти с рюмочкой, обниматься и так далее, но не хочется. Вот эта вот порядочность, о которой я говорила в начале, она все-таки, наверное, рулит вами. Это ваш такой стержень, ваш конек. Не хотите вы собирать эту грязь, чередовать женщин, менять как перчатки, да. Плюс еще может быть даже брезгливость. Вот брезгливость именно, ну, сегодня одна женщина, завтра вторая, да, а непонятно, что там и где она вообще вчера была и с кем, да. То есть моменты брезгливости тоже есть. Есть женщины, которым вы нравитесь, и вы это знаете. Женщины могут флиртовать, могут открыто к вам, ну так, клинья подбивать. Но опять же, вы почему-то, вот знаете, скорее, наверное, вы, может быть, с мудростью какой-то, с возрастом, вы уже больше не ведетесь вот чисто на флирт. Вы не ведетесь на красивую мордашку, вы не ведетесь на 90-60-90, да? Хотя, в принципе, да, многие мужчины это все любят, конечно же, да, внешность это немаловажно. Но с возрастом вы смотрите немножко на другие качества, да, вот именно на какие-то вот, может быть, проявления характера, на черты характера, вы смотрите немножко на другое, на поведение женщин. А для вас женщины, которые вешаются сами, да, но они, ну, как будто легкодоступные, и с такими вы точно не свяжетесь. Поэтому, мои хорошие, у вас такой жесткий отбор будет женщин. В принципе, он уже у вас идет, такой жесткий отбор. Хотя вам не так уже хорошо в одиночестве, да, вот кто одинокий. Но и бросаться на первую попавшуюся юбку вы тоже точно не будете. Итак, давайте-ка посмотрим, почему же вы будете сопротивляться. Я думаю, это такая небольшая интрига уже у вас есть. Почему же вы будете сопротивляться? В вашей жизни появится женщина, которая сначала вас немножко отпугнет. Отпугнет вот своей, может быть, какой-то наивностью, может быть, ощущением какой-то такой чистоты, искренности, да, ну, то есть вы почувствуете, даже, может быть, интуитивно, причем многие из вас, да, вот, обладают очень хорошей интуицией, вы можете даже интуитивно обратить внимание на то, что, ну, какая-то она другая, эта женщина, да, вот она выделяется среди других. Ну, я имею в виду, что вы общаетесь с другими женщинами, да, просто где угодно, в быту, на работе, там, да, у каждого свой круг общения, и вы понимаете, что она совершенно не такая, она не наглая, она не лезет, не флиртует, вот есть какая-то в ней, ну, действительно, вот как девочка такая, знаете, старшеклассница, скромняшка, хотя сейчас и старшеклассницы бывают разные, вы об этом знаете. Но есть в ней та доля чистоты, какой-то искренности, вы ее почувствуете. Однозначно она будет моложе вас. Ну, она такая средней комплекции, скорее всего, темноволосая, проиграется. Но опять же, я уже говорила много раз, что на общих раскладах мы не привязываемся ни к цвету волос, там, да, вот ни к фигуре, ни к чему. Это на личном раскладе можно уже как-то более подробно это все посмотреть, рассмотреть. Так вот, поначалу эта женщина вас может немножко отпугнуть. Вы можете опять же себя начать накручивать, что ну так не бывает, да, ну что-то здесь не то, здесь есть какой-то подвох, но будет тянуть к ней все больше и больше. Вы можете на какой-то период даже не общаться, могут так сложиться обстоятельства, что вы можете не видеться, да, опять же, мы не привязываемся, да, я вот специально, я не говорю, где вы будете знакомиться, потому что это общий расклад. И я уже знаю прекрасно, что если я сейчас скажу, что вы где-то там в парке на лавочке, грубо говоря, познакомитесь, то вы все будете ходить и смотреть на эти лавочки, да, то есть вы будете как запрограммированы. Я не хочу этого, потому что у каждого своя судьба, у каждого будет своя женщина, своя ситуация. Просто вот знайте, что когда вы ее увидите, вот, ну, это будет опознавательный знак, что это
такой микс ощущений. С одной стороны будет тяга к ней, да, вот классная, чистая, вроде бы искренняя. С другой стороны это какое-то опасение, страх, который вас немножко оттолкнет назад. Может быть, возьмете специально кто-то паузу, да, чтобы обдумать, подумать, не общаться, потому что будет полно сомнений. Опять же, это все идет из вашего прошлого опыта. Будете обдумывать, будете анализировать, да, и придете к выводу, что да нет, я все-таки захочу, вернее, я хочу, я рискну, и была не была. Вы справитесь со своими страхами, со своими сомнениями и опасениями. У кого-то из вас еще есть, ну, то ли это друг-приятель, может быть, у кого-то коллега, может быть, брат, кум, сват, в общем, неважно. Какой-то мужчина, с которым вы можете очень тесно, плотно делиться своими какими-то вот страхами, опасениями, и хорошим, и плохим, вы можете делиться с ним, вы можете советоваться. И это у вас, ну, в общем-то, взаимно происходит. Поэтому вы тоже не исключено, что будете просить совета, что ли, да, у этого вашего такого, ну, назовем его другом, да. Что вам делать в этой ситуации, да, вот будете советоваться. С одной стороны, тянет к женщине, потому что вроде бы чувствуете, что она классная, хорошая, чистая, искренняя, а с другой стороны, вот как будто чертенок с пушистым хвостом сидит у вас внутри, вторая ваша половинка, и пытается очернить эту женщину, и пытается придумать, навязать какие-то ей там негативные черты, пытается вам поселить в вашу буйную головушку мысль о том, что да нет, таких женщин нет, где-то она притворяется, где-то подвох, так не бывает и так далее. Поэтому будете брать совет, просить совет у вашего такого друга-приятеля. Далее. Ну, то есть это идет такое, знаете, внутреннее какое-то сопротивление. С одной стороны идет притяжение, с другой стороны это сопротивление чувствам. Еще смотрите, мне идет информация, что есть среди вас те, опять же, которые боятся, опасаются влюбиться. А здесь будет похожая ситуация, что вы будете просто чувствовать, что вот, ну, елки, ну, я влюбляюсь, к ней тянет, да, вот к ней тянет, и вы будете пытаться вот как-то немножко отстраниться, придумать что-то плохое, наделить ее какими-то такими чертами, но у вас это не получится. То есть вы будете какой-то период сопротивляться вот своим даже чувствам этим. Она настолько вас покорит, может быть, даже вот с первой встречи, с первого общения. Кого-то, может быть, даже с первого взгляда. Начнете через какое-то время, когда вот немножко перекипит, да, вот внутри этот ваш такой внутренний чертенок-бесенок, когда вы это все осознаете, да, перемелите все свои страхи и сомнения, вы все-таки решите сделать шаг к этой женщине, да, проявиться к ней, может быть, просто назначить свидание, да. Опять же, это проиграется у всех по-разному, не забываем про общий расклад. Может проиграться, что вы где-то рядом живете, у кого-то, может быть, вы будете знать, где она работает, да, у каждого по-своему. То есть вы либо же ее где-то встретите, да. Если у вас есть ее телефончик, вы позвоните и назначите свидание. Это будет какое-то людное место, там, где шумно, там, где обычно отмечают какие-то празднества. Ну, то есть какое-то увеселительное заведение, может быть, ну, банальная кафешка даже у кого-то проиграется. Будете по максимуму романтичным. Будете проявлять все свои такие лучшие качества, джентльменские, может быть, качества. Можете даже прийти с букетом цветов. Я думаю, большинство из вас придут с букетом цветов. Просто потому, что, ну, может быть, вы так воспитаны, да, что к женщине на свидание нужно с цветами ходить. Может быть, у кого-то это просто будет порыв души, чтобы понравиться там, либо же порадовать эту женщину. Что будет еще? Что нужно знать об этом? Это судьбоносная встреча будет, ребят. И что я вам еще скажу, да, вот что вам нужно знать. Как бы вы ни сопротивлялись, но влюбиться вы влюбитесь. Причем влюбитесь так, что будете готовы, ну, носить ее на руках в прямом и в переносном смысле слова. Она вам со временем докажет, что она ни капельки не лицемерит, что она вот такая, какая вам показалась, она такая есть.
В ней нет ни капли притворства, но ей нет смысла просто притворяться, понимаете? Вот она такая, вот она простая, она без каких-то понтов, она без флирта, да, без стреляния глазками. Но вас настолько зацепит то, что она не такая, как все, не такая, ну, скажем так, не такая грязная, какой сейчас мир, да, вот вы все знаете, сколько лжи, сколько фальши, сколько лицемерных людей. Поэтому, знаете, чувства будут большие, чувства будут искренние, и это будет взаимно. Что еще нужно знать? Знаете что? Маленькое такое предостережение. Когда у вас начнутся отношения с этой женщиной, параллельно, вот как я уже озвучивала, есть какая-то еще дама, которая неровно дышит к вам. Когда она увидит, может быть, узнает каким-то образом, что у вас появилась новая женщина, там новые отношения, любовь и так далее, она попытается всячески подпортить вам кровь, может даже попытаться, ну, где-то то ли же гадости какие-то делать, попытается, может быть, какие-то сплетни распускать, может быть, даже где-то попытается этой вашей женщине наговорить какие-то гадости о вас. Это вас не сломает, даже больше не буду карты доставать, дойдете до брака. Поэтому просто вот держите ухо востро, да, будьте бдительны, чтобы, ну, не травмировать, скажем так, вашу новую женщину из-за такой вот самовлюбленной дамы, которая будет пытаться за вами бегать, но безуспешно. Просто если вы заметите, да, что какая-то назойливая дамочка попытается как-то вклиниться, либо же я не знаю, распускать сплетни, все что угодно, да, разные пакости можно делать. Вы как-то лучше либо же встретитесь с ней один на один, может быть, просто поговорите. Ну, конечно, если она это поймет, потому что, ну, здесь дамочка очень такая себялюбивая. Она абсолютная противоположность этой женщине, вот с которой вы будете. Поэтому, ну, попытайтесь поговорить по-хорошему с этой дамой, да, вот если вы просечете, что вот есть такая назойливая дама, которая либо же вам пытается как-то там свидание назначить, постоянно, может быть, звонит, пишет, там попадается как-то, под ногами путается. Вот дайте ей понять, что вы любите другую женщину, и ваше сердце занято, и у нее нет никаких шансов и не будет. Скажите это деликатно, не нужно никаких гадостей, грубостей. Вот скажите это четко, твердо, и чтобы она это поняла. Вот я думаю, так будет, наверное, все-таки лучше. Потому что если она будет вот вклиниваться, вы сами будете переживать, чтобы она, не дай бог, не оттолкнула эту женщину. И, ну, это будет намного больше проблем и ваших, в том числе, переживаний. Поэтому, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!